near sustainability and circular economy, which is a relatively new topic on how do you define the future cities with our resource efficiency and material usage. Here we make a stop. So Here we make a stop. Yeah. Вивек, okay. Меня зовут Вивек Мохандас, я исследователь и ученый, я приглашенный исследователь и ученый, являюсь членом, участником программы фонда Гумбольдта, и я представляю институт Вупертальский институт климата, окружающей среды и энергетики, то есть я изучаю вопросы, которые связаны с вашей темой, в частности я буду говорить о городах с так называемой циклической или рецикловой структурой рециклового типа. Это города самодостаточные, которые ориентированы на вторичное использование различных ресурсов. So what I'm just talking about is our current economic system, which is a linear economy. That is what we are currently experiencing. Так называемой линейной экономики, которая ориентирована на накопление отходов, то есть она берет сырье, что-то производит и накапливает отходы, но не использует их повторно. Эта экономика называется линейной, экономика линейного типа. So, as you can see, we extract the materials, we produce materials, distribute it, consume it, and we generate waste. And we often tend to generate a large amount of waste. То есть, как вы видите на экране, мы сначала добываем сырье, добываем различные материалы, используем их в производстве, далее мы их распространяем, потребляем, и в конце появляется некий объем отходов, который мы пытаемся утилизировать, но не всегда эффективно. So this mode of economy is a throwaway society where we actually dispose our resources into landfills, and often this waste is actually the resource which we are wasting. Фактически это экономика расточительная, которая просто разбрасывается своими ресурсами, не используя их в различных процессах рециклинга. So, do we need to change this existing system of economy, this linear economic system? Следует ли нам отойти от модели линейной экономики? So as you see here, this is the projection rate of the resource usage as per the United Nations Environmental Programme 2014 report. You can see there is a huge exponential growth of resource consumption by humans. So this is the projection, as you can see. Согласно докладу программы ООН по окружающей среде, сделанным в 2014 году, по использованию сырья в глобальном масштабе, мы видим на этой картинке, на изображении, что использование сырья растет экспоненциально с 2010 года по 2050. То есть вы видите, что в 2010 было потреблено 60 миллиардов тонн, и в 2050 мы должны прийти к цифре 140 миллиардов тонн, а что будет в 60-80 остается догадываться. And as you see here, this is the projection of population growth in the cities. And in 2014, of the world's total population, 54% was in cities. And it is projected to be like 66% in 2050. Мы видим, что в глобальном масштабе основное население планеты сосредоточено в городах. И, как вы видите на изображении, в 2050 году ожидается, что 60% населения планеты будет проживать в городах. So, do we need to really change the linear economic system? So, this is what we see in our cities, huge skyscrapers, huge constructions, and this is the real picture in this 21st century. Поэтому я снова повторяю этот вопрос. Действительно ли нам надо отойти от модели линейной экономики в городах? Нужны ли нам действительно города?
вот такие, как вы видите на изображениях, с небоскребами, с гигантскими конструкциями и так далее. So, what is wrong with the existing linear economic system for cities? I will explain what are the drawbacks and what all wastages are happening in our city in this slide. Таким образом, мы приходим к ответу, что очевидно, да, поскольку модели современных городов, они имеют определенные проблемы, и я расскажу, в чем эти проблемы состоят. So as you see here, even though 85% of the gross domestic product is contributed by the cities and population 55% is in the city, we consume almost 77% of global resources and energy in the cities. Дело в том, что города сейчас являются местом проживания для 55% глобального населения Земли. В то же время города являются производителями 85% ВВП суммарно по всему миру. Одновременно с этим на втором блоке вы видите, что города потребляют 70% ресурсов в мировом масштабе и 70% всей энергии. So we underutilize our materials in the city, we generate waste, and often we disregard the transport system. So there is traffic congestion, there is air pollution, water pollution, and serious emissions of greenhouse gases. Мы видим, что мы неэффективно используем свои активы, свои ресурсы, свои продукты, результаты производства, неэффективно используем пространство, мы разбазариваем свои ресурсы, растрачиваем впустую свои ресурсы, энергию и воду. У нас неэффективно организована, в городах неэффективно организована транспортная система, бывают проблемы с трафиком, то есть слишком много автомобилей на дорогах. Мы страдаем от того, что в городах большой объем выбросов, вредных выбросов в воздух, в воду, большое количество шума, от которого тоже страдают люди, и кроме того, считается, что города являются источником 70% всех парниковых газов на планете. So what will be the future sustainable economy would look like? It would be a circular system. A circular economy would be the future. Таким образом, скорее всего, устойчивой экономикой будущего станет экономика рециклового типа, которая ориентирована на вторичное использование ресурсов. So in the previous slide, we have seen a linear system where we extract the material and waste is generated. But in a circle. В прошлом была экономика линейного типа, которая добывала ресурсы, производила какие-то продукты и накапливала отходы. But as you see here we use the resources in a circular fashion, where the resources are utilized by the consumers, materials or products are reused, repaired or repurposed, and the materials are recycled within the system, economic system. Вот на этом изображении слева мы видим, что в случае рецикловой экономики происходит возобновление используемых ресурсов, то есть сначала на первой стадии осуществляется проектирование и производство какой-то продукции, потом она распространяется, таким образом она поступает к потребителям, поступает в домохозяйство. Далее рецикловая экономика предлагает вторичное использование, либо ремонт, либо смену функционала этой продукции, то есть изменение ее функций, и таким образом происходит рециклинг материалов. So as you can see here, there is two distinct circular material chain. One is biological and other one is technical.
Справа вы можете видеть, как происходит рециклинг биологических материалов и технической продукции. То есть принцип тот же самый, сначала производство, потом потребление, потом в случае биологических материалов происходит обогащение их структуры, их функций. В случае технических материалов, допустим, как мы видим на изображении, там медь и цинк, они используются в производстве, используются в каких-то продуктах, потом они возвращаются обратно на новый круг использования. So in the biological material, you will be recycling the organic materials such as compost, food waste. All these will be recycled within the system. В случае биологических материалов мы обогащаем их, мы снова их пускаем в производство, в систему. And in the technical material, for example, if you have a laptop and if the laptop is damaged, you would repair it and you will make the system running within the circular system. There will not be a discarding of materials. The material will be circulated within the circular value chain. Допустим, в случае технической продукции, если у вас, допустим, есть лэптоп, и он сломался, вы при рецикловой экономике вы не выбрасываете свой лэптоп, вы относите его в ремонт, и таким образом никакие материалы не пропадают, они снова возвращаются на новый тип использования. So, the circular economy is a regenerative and restorative design where you use the resources as long as possible and extract the value and regenerate the products and materials until the end of its life. Таким образом, рецикловая экономика – это экономика, ориентированная на регенерирование и возобновление материалов, это возможность для нас отойти от модели накапливания отходов, от модели старого типа. В рецикловой экономике мы используем ресурсы как можно дольше, мы берем максимальную ценность от наших ресурсов в процессе их использования, затем мы восстанавливаем, регенерируем продукты и материалы в конце их жизненного цикла или срока использования. So now let me show you a framework for circular economy for the coming future. Сейчас As you can see here, Сейчас я покажу вам модель, схему, как работает рецикловая экономика по ступеням. So these are not hypothetical cases, these are realistic examples of what is happening in the world right now. So these 6 cases: regenerate, share, optimize, loop, virtualize and explore are the framework pillars for circular economy development. Сегодня современная экономика постепенно подходит вот той модели, которая изображена на экранах. Она включает несколько аспектов. Вверху в синем блоке вы видите, первый аспект – это регенерирование. Второй аспект – это совместное использование людьми различных ресурсов. Третий аспект – это оптимизация. Четвертый – это, собственно, вот цикловый подход, цикличный подход, подход возврата и вторичного использования. Следующий блок – это виртуализация, цифровизация, и последний блок – это исследование. So let me go to the first one, regenerate. Regenerate basically talks about retaining the biological material or biological resources within the system using regenerative farming techniques, urban farming. You may localize the resources within your cities or your local neighborhoods. Первый блок, ориентированный на возобновление, на регенерирование, он в основном состоит в использовании или в переходе на возобновляемые энергоматериалы. Это подход, при котором мы восстанавливаем и возобновляем правильное, здоровое состояние наших экосистем. Мы возвращаем восстановленные биологические ресурсы в биосферу.
Но особо этот подход распространен в современных технологиях сельского хозяйства, фермерства. So the next one would be share, where you will be sharing your resources. For example, Airbnb is a apartment sharing facility, which is quite common throughout the world, where you share the apartments rather than constructing new buildings for staying when you travel. So that is the sharing system of economy. Второй блок – это совместное использование. Оно сейчас приобретает популярность. Самые простые примеры – это каршеринг, который в России становится популярным. Это совместное использование различных помещений, жилья, совместное использование различных приборов. При таком подходе мы снова, так сказать, дарим им вторую жизнь. Now moving on to optimize, here you optimize the performance or efficiency of the product. The materials will be retained within the system and the product efficiency is increased so that the durability and the lifespan is increased. Третий блок – это оптимизация. Здесь речь идет об оптимизации производительности и эффективности продукции. Мы стараемся избавиться от отходов в производстве и в цепочке распространения. Мы улучшаем состояние больших данных, автоматизации. Мы берем на вооружение технологии удаленного управления с помощью различных сенсоров и датчиков. So the next one, loop, is where you remanufacture the faulty products, you recycle the material. I will take an example of Renault, which is a famous car brand. They remanufacture the faulty engine and they repurpose and they produce new engine which has the exact functionality as a new engine model. So there you are maintaining the functionality and you are recycling the material within the value chain. Следующий блок – это различные технологии рециклинга, подход рециклинга. Здесь мы возвращаем в производство различные продукты или детали. Я хочу привести пример компании Renault, которые в случае, если у них возникают какие-то неполадки с двигателем, они могут его починить и поставить на новый автомобиль, и таким образом вернуть его в производство, в экономику, дать ему вторую жизнь. So next one is virtualize. Virtualize is the one method of framework where you are using the digital technology. For example, right now I'm sitting in India and doing this video conferencing. So you are utilizing the digital technology for economic growth and you are actually saving the carbon footprint. Skype is a good example. Zoom, which we are using right now, is another example of virtual mode of communication, and it empowers our economy in a very good manner and ecologically it is much preferred. Следующий блок – это виртуализация или цифровизация. Ну и то, что сам факт, что мы сейчас все являемся участниками видеоконференции, говорит о том, что мы используем цифровые технологии, и они являются большим стимулом для нашей экономики, в том числе хороший пример Skype или вот наша сегодняшняя с вами беседа. And the last one is explore, where you explore new methods or new ways of constructing or producing materials. For example, 3D printing. There are buildings constructed in China using the 3D printing technique. So that is a revolution which we developed on an industrial revolution. Now it's a 3D printing technology revolution. И последний блок – это исследование. Он ориентирован на применение новых технологий. Яркий пример – это 3D-печать. То есть таким образом мы, опять же, даем новый стимул экономике с помощью новых технологий. So now I have explained what is a linear economy and circular economy. Now we can understand what a circular city would look like. A circular city
is a regenerative, accessible, and a resilient city where the concept of waste is eliminated and materials or resources will be stored within the system without allowing any leakage with the help of digital technology. И сейчас на примере вот этой визуальной метафоры я хочу вам объяснить, что такое город рециклового типа. То что же это такое? Это город, который основан на принципах рецикловой экономики, причем она затрагивает все функции города. Она помогает создать урбанистическую систему, которая позволяет регенерировать себя, которая доступна и в то же время разнообразна по своему дизайну. Города такого типа стараются убрать из своей жизни, в принципе, понятие отходов, стараются избавиться от отходов. Они стараются максимально использовать свои активы, свои ресурсы на протяжении всей их жизни, на протяжении всего их функционирования. И в основе всего этого лежат цифровые технологии. So every circular city will be unique in its nature. Город рециклового типа имеет следующие характерные черты. Now, what could be the typical features of a circular city look like? Как же они выглядят, эти черты? Here, the resources will be conserved and sharing economy will be more prominent and minimizing the resource wastage and consumption. Первая характеристика состоит в том, что такие города нацелены на сохранение, совместное использование ресурсов и максимизацию их полезности, их потенциала. И в то же время, с другой стороны, они стремятся к тому, чтобы минимизировать потребление ресурсов и, соответственно, минимизировать количество отходов. Now the second point would be for the built environment, construction sector. The construction sector would be modular and flexible buildings with the concept of reuse and repurposing and refurbishing in the future. Второй аспект, вторая характерная черта касается застройки города. И в городах рециклового типа застройка является модульной. Это гибкие по своему функционалу здания, ориентированные на повторное использование или смену своего функционала. And the next factor would be the energy usage. It would be renewable as well as it will be locally sourced. Maybe solar panel, solar energy would be used, or wind energy, which is locally produced, would be powering the cities. Третий аспект в использовании возобновляемой энергии и локализации производства энергии. The fourth point would be effective mobility systems. As we had seen in the linear system, because of lack of efficient mobility systems, there will be traffic congestion, pollution, and so many other factors. But in a circular city, you will have a clean, effective mobility system using resources like electricity, electric vehicles, or hybrid vehicles. This might be an example. Следующий аспект – это принципиально иные системы мобильности, системы транспорта. Дело в том, что в прежней линейной системе экономики часто бывали проблемы с транспортом, они есть по сей день, бывают пробки на дорогах и так далее. Сегодня экономика будущего, экономика рециклового типа предлагает гибридные автомобили, которые позволяют в каком-то плане избавиться от проблем с трафиком. Next would be a local urban bioeconomy or a local food system, wherein the materials would be produced locally, the food items would be produced locally. This will avoid the transport of material, the food will stay fresh, and there will be less carbon emissions during the transport of food products.
Следующий аспект это касается биоэкономики и в частности это локальное производство пищевых продуктов, что позволит сделать их более свежими, более доступными и минимизировать количество пищевых отходов. And next would be, as mentioned in the first point, less wastage of materials. So waste and wastewater generation will be minimized. Будет такая экономика, такой город стремится к минимизации отходов и сбросов стоков, вредных стоков. Now, the next point would be our production and consumption will be localized so that the resources will be locally produced and locally consumed and there will be minimum transport of material. Следующая характеристика в том, что производство и потребление будет локализовано, максимально локализовано в городе. Next would be the companies or industries in such a city would adopt industrial symbiosis. What is industrial symbiosis? Industrial symbiosis is wherein the waste of one industry would be the input for another industry. And there is a well-established example of Kalundborg in Denmark, which is running successfully for many years, where the waste of one industry is utilized as the input for another industry. Следующий пункт – это так называемый промышленный симбиоз, сотрудничество различных компаний. Например, сейчас это происходит активно в Дании, когда одна компания берет продукцию другой и наоборот. And the next point would be the reverse logistics or take back of material. Once a product becomes defaulty or if it is damaged, it would be taken back for repair, remanufacture or recycling in such a city. Следующий пункт – это реверсивное движение различных продуктов, когда они возвращаются на вторичное использование, ремонт и возвращаются в производство, и таким образом происходит рециклинг. Such cities would be having repair shops. If your product is getting damaged, such cities would have repair hubs where you can repair your default product. Or there will be circular labs where you can test a new product and bring it in your local market. Следующая особенность – это лаборатории рециклинга, где можно протестировать какие-то новые продукты, прототипы. Также вы можете купить новый продукт и также протестировать его в такой лаборатории и починить в этой лаборатории. The next point would be the digital technology. The digital technology would be utilized for enhanced market transaction, safety and security of the material, quality assurance, and digital technology would play a major role in circular cities. Цифровые технологии помогут нам отследить движение материалов в нашей экономике, помогут осуществлять обмен различными продуктами, материалами и услугами и создать бизнес-площадки, которые будут основаны на цифровых технологиях. Vivek, might I raise a small question here? Might I shortly interrupt you and raise a small question here, if you don't mind? Yes. Sure, yes. Yeah, the description that you are making of the circular economy to a very great extent reminds me the Soviet economy of, say, 30 years ago. I wonder whether Indian economy in its older shape was more of like circular economy, or was it always the linear? How would you describe it? Я повторю свой вопрос. Мне кажется, что то описание, которое Вивек дает, ужасно похоже на экономику советского типа, что мастерские, что-нибудь сломалось, починили, не выбрасываем. Вот мне интересно, в Индии всегда все выбрасывали или тоже старались социально использовать? Сейчас узнаем, что он скажет. Yeah, so if you ask me, our older times, our economy was more of a circular in nature, but as we progress with new Western technologies coming in, our system became more into linear. Materials became obsolete so fast. Your phones become so defaulty within 1 or 2 years. Your
laptop becomes faulty after 4 to 5 years. So we have lost our circularity in our system to a linearity. Actually, we are trying to go back to the olden latest right now. And for developing economies, circularity or frugality means maximum production using minimal resources was very common because of resource shortage and how expensive the materials are. So circularity was existing earlier, but now we are trying to go back to the circularity again. Yeah, you're true. Yeah, so we're reinventing the wheel to a certain extent, right? Yes, exactly. Мы сейчас как бы заново изобретаем велосипед, получается, изобретая эту цикловую экономику. Что? Теперь цифровой. Да, цифровой велосипед. Его ответ приведи. Okay. То, что сказал тебе. Да, Вивек сказал в ответ на мой вопрос, что да, ему тоже кажется, что старая экономика в Индии была в значительной степени переиспользовала ресурсы, и что они старались с минимальным объемом ресурсов производить то, что им было необходимо, но сейчас с приходом новых технологий в общество, соответственно, система меняется, и все новые товары индийского общества, которым стало открыто, очень быстро устаревают. И, соответственно, они вынуждены производить очень много мусора, учитывая размеры, масштабы индийской экономики, можно представить, сколько это мусора. Do you think we could resume here, pause here at this stage, or would Yeah. We can. We could come to questions because there are questions, okay? Yeah, sure. Yeah. Вот в связи с этим вопрос такой. Мы все понимаем прекрасно, что товаров производится все больше, они все короче. И в этом есть не только добрая воля, но и эгоизм определенный. То есть мы знаем, что эгоизм корпорации. Мы знаем, что любая идеальная модель, она столкнется с геополитическими вызовами, климатом, игрой корпораций, социальной неустойчивостью, конфликтами и так далее. То есть мы сейчас, вот, судя по докладу нашего уважаемого лектора, мы сейчас пытаемся выслушать еще одну концепцию идеального будущего светлого. Но при этом мы не учитываем тот простой факт, что все старые модели тоже продолжают жить. И одновременно существуют трудности противостояния городов, сельских территорий и монополий, климата и конфессий. Таким образом, вот в этой концепции циклического города, или циклического будущего, или циклической экономики, здесь как бы выпадает, на мой взгляд, важный блок, связанный с социокультурной, социогеополитической моделью. Каким образом, собственно говоря, мы будем противостоять монополии? Каким образом эти будущие города будут сопротивляться обычной эгоистической практике разделения мира на интересы? То есть будут ли города будущего, вообще-то говоря, неким новым средневековьем, когда коммуны противостояли энтропии? Вот будет ли этот город будущего един в своих интересах и таким образом объединять мелкий и средний бизнес, интеллектуальные ресурсы и все остальное для того, чтобы выстоять в борьбе против, будем так говорить, корпораций, которые будут продолжать производить этот мусор? У меня будет такой вопрос. I will try to resume the question, which raises the economic basis of sustainability of the model you were proposing. We know that the current linear model has a lot of followers, among them the huge corporations. And definitely they are interested in keeping their situation in the way it is. Do you think that what might be the motor of keeping of promoting the circular economy as a dominant model? What are the opportunities to let it forward, to let it progress? What do you think? How could it meet this opposition of the big corporations? Okay. So, in the circular economy model, one kind of system would be a take-back service, where the company would be lending out its product
and the users will be using it, and once it is damaged or default, the company gets back the material. By that, the company can ensure the quality of the material which they are getting back. They are getting back their own resources, and they can ensure the quality of the material. So this will enhance the recycling rate of products. So this is one kind of example where you have an assured quality of material going back in the system. And if you have a repairing system, for example, if your laptop or your electronic gadget is damaged, and if you have repair hubs, this will generate employment for many people. Many people will be trained, or they will be given skills for repairing the gadget, and this will contribute to the economy by empowering people with new skills on repairing the gadget. So these are two examples which I can suggest now on how the circular economy can contribute to the economy, as well as contribute to the big corporations on their material quality which they are getting back. Это не совсем ответ на ваш вопрос, мне кажется. Да. Но как бы он приводит пример с том, что если у нас есть система вторичного использования, что мы предоставляем, допустим, какие-то вещи в лизинг, например, или в то, что пользователи берут у компании что-то в использование, соответственно, за счет этого компания вынуждена гарантировать качество материалов, которые она использует, отвечает за свой опыт, но это, мне кажется, совсем не те вопросы, о которых... Я же не о компании спрашиваю. Да, ну о конфликте интересно. Мне кажется, да. он имеет в виду, что как бы сама услуга, сама продукция поменяется. То есть производители должны другой тип продукции. То есть вместо того, чтобы делать товары, которые там использовал и выкинул, делать более длительное использование за счет того, что они будут их в аренду сдавать. То есть другой подход должен быть. То есть будет ли это переосмысление бизнеса, будет ли это такой инициативой, это, конечно, вопрос, но вот его гипотеза в этом. Нет, мы же с вами прекрасно понимаем, что те компании, которые непосредственно производят товары, они вовсе не являются, редакторами рынка. Да? Существуют совершенно другие компании, которые управляют эти компании, да, и, соответственно, множат эти типы производства и все остальное. Да? Там есть другие финансовые совершенно интересы. Вот. То есть, насколько эти все концепции идеальные, они живучи вообще в принципе. То есть мы можем говорить еще о других концепциях, например, там, скажем, о дауншифтинге там, и так далее. Да? То есть о вещах, когда люди возвращаются, наоборот, к нецифровым экономикам. Да, это просто модели. Но эти модели все сталкиваются с обычными такими глобальными вызовами, например, климат, изменение климата, или там, скажем, просто невыживание городов в принципе, например, когда рушится производство и так далее. То есть... При решении этих вопросов можно пройти по этому кольцу и, в принципе, для себя решение свое. Это как бы одна из таких студенческих моделей, нужно просто понимать, что есть еще и более серьезные вещи на обсуждение. Мы это тоже обсудим. Yeah, we're discussing here the huge potential resistance to the circular economy, which might be generated by different economic forces that are used to linear economy and that are extracting their profits from linear economy, and that definitely would try to protect their positions by sticking to it. Do you have any solutions for that? Do you assume that circular economy have some specific forces to be advanced, to be accepted by many? Oh, okay. I think I can show you a particular case study or a built environment, the construction sector, on how circular economy is influencing, and then we can have a discussion on how it is influencing the economic system. Is it possible? If we do it really shortly, because we are definitely out of schedule badly. Okay, so I'll just show you that slide. So this is the last slide I wanted to discuss. So how circular economy is affecting the construction sector is what you're seeing here. Here, the design of buildings will be affected by circular economy because you will be designing for disassembly or designing thinking of end of life. How you would extract the resources once the building is going to be demolished in future.
So that is one of the aspects. Речь идет, на этом слайде речь идет о том, какие возможности экономика рециклового типа даст для застройки, для, собственно, урбанистической среды. И одно из преимуществ в том, что проектирование зданий уже будет изначально ориентироваться на их какое-то повторное использование или смену функционала. И перед тем, как сносить здание, то есть проектировщики города должны 10 раз подумать о том, как его или то, что от него осталось, использовать. I will stress on the next point as the repurposing and transforming. That is, once a building reaches its end of life, you may convert that particular building looking at the structural capacity or the structural specification. You can convert the purpose of the building. For example, if it was an industrial establishment, you can repurpose and make it into a theater. There are examples in Germany where all industrial establishments are converted into theaters and there are theater plays going into such buildings. So that is one of the beauty of circular economy. It makes you rethink or redesign on how you can shift a purpose of a particular building, for example, into another purpose. Четвертый пункт говорит нам о смене функционала зданий, и в Германии существует, например, множество примеров, когда изначально здание проектировалось как какое-то промышленное здание, потом, когда оно достигло окончания срока своего использования, срока службы, оно не было уничтожено, не было снесено, но стало использоваться в качестве театра. И в Германии есть несколько таких примеров. Это одно из преимуществ экономики рециклового типа. And I will stress on the point number 7, which is material passports or building information file, which would be a new concept which has evolved out of circular economy, wherein you ensure the quality of materials which you use for construction, so that once you demolish or refurbish the building in future, you will be able to know what all materials are used in your building. Is there any hazardous component? For example, if asbestos is present, where all asbestos is present, I can remove it easily and I can recover the material used in my building. Седьмой пункт говорит о том, что рационально было бы при строительстве зданий использовать так называемые паспорта материалов, с помощью которых осуществляется строительство, использовать различные информационные файлы, базы с характеристиками этих материалов, чтобы впоследствии, когда придется сносить это здание, можно было бы изъять ценные материалы и использовать их в дальнейшем. So this is some examples that I wanted to share with you from the built environment on how circular economy is influencing the construction sector, how you are rethinking or redesigning the construction sector. Yeah, we will keep our eyes open to have this vision on how we could reuse our resources. And thank you so very much for your input. It was really great. Thank you. Thank you, Vivek. Thank you. I took some time, sorry. Yeah. Bye. Да, последнее, что Вивек сказал, это то, что можно активно использовать, что мы должны... Спасибо, что брала слайд. Я забыла, что там было написано. Что есть разные способы, каким образом мы можем интегрировать информацию о здании, например, поскольку у него был пример строительства, в дальнейшее его использование. Иными словами, когда мы задумываемся о том, как использовать те ресурсы, которые у нас есть, и не нацелены на их выкидку, мы можем найти разные творческие подходы к этому. Но мне кажется, мы, как советские люди, примерно представляем себе, о чем идет речь, и можем найти разные творческие подходы к этому. Вопрос в том, что многие для себя сейчас переоткрывают это поле, примеры, которые Вивек приводил, про выращивание на месте чего-нибудь, чтобы снизить издержки на транспорт и так далее. Тут, мне кажется, большое поле, которое мы можем интегрировать в нашу работу.